Привет, это канал Need for Travel. В прошлых видео мы рассказали, как провели 2 дня в Египте, приехал по туру в All Inclusive и о нашей поездке в Каир. А теперь пришло время рассказать о том, как мы насыщенно провели оставшиеся 4 дня в Египте, становясь дайверами. Если быть точнее, то в этом видео мы расскажем вам о том, как мы в Египте получили сертификаты дайвера Open Water от Международной дайверской ассоциации PADI. Первый вопрос, который обычно задают нам люди, это зачем? Зачем вам этот сертификат? Вы планируете зарабатывать этим? С одной стороны, вы правы, погрузиться с аквалангом можно и без сертификата дайвера. Так мы впервые попробовали дайвинг на Шри-Ланке. И подробнее об этом вы можете узнать в нашем видео о Тринкомале по ссылке в описании. Но погружение без сертификата – это такой себе вступительный урок по дайвингу, в ходе которого вам рассказывают теорию и учат базовым навыкам. Такое вот пробное погружение Discover Scuba Diving предполагает погружение на глубину до 9-12 метров. И, если честно, часто этой глубины действительно достаточно, чтобы насладиться красотами. Но так как инструкторам нужно еще и каждый раз предварительно вас обучать перед погружением, то такое погружение обычно обходится раза в 2 дороже, чем для дайвера с сертификатом. Ну и не разрешает вам погружаться глубже. Ну а также с сертификатом вы имеете право брать на прокат дайверское снаряжение в любом центре PADI и нырять самостоятельно на глубину до 18 метров, ну или на ту глубину, которую вы достигли во время прохождения курса. Ну и вообще, если честно, без знания той теории, которую мы выучили на курсе, погружаться на такую глубину без инструктора может быть очень опасно. Потому что опасности в дайвинге кроются не только в тех вещах, с которыми мы можем контактировать под водой, но также с теми, которые мы не видим. Я тоже не вижу. Никто этого не видит. Мы сейчас имеем в виду воздух, а точнее его составляющие – кислород и азот. Так что это видео будет полезно не только тем, кто интересуется подводным миром и, возможно, хотел бы однажды получить такой сертификат, но и людям, кому просто интересно расширить свой кругозор. Как мы уже рассказали в нашем первом видео о Египте, о курсах дайвинга мы договорились с нашим туроператором. В первую очередь этот курс мы выбрали потому, что на него распространялась наша страховка. И так как мы не знали, как наш организм поведет себя на глубине 18 метров, нам не хотелось рисковать. Так что этот курс по дайвингу со всеми учебными материалами, лицензиями и прочими растратами обошелся нам $405. Но вообще цена на курс может немного варьироваться. К тому же в этот раз время поездки у нас было ограничено, так что не хотелось тратить драгоценное время на поиск дайв-центра и переговоры. А тут через полчаса мы уже обо всем договорились и составили расписание на ближайшие дни. Сегодня ночью мы только вернулись с Каира, а уже утром отправляемся на первый урок по дайвингу. Вообще это займет, получение сертификата дайвера займет дня 3-4. Все запишем и все увидите. Утром первого дня мы встретились с нашим инструктором по дайвингу Осамой в холле нашего отеля. И вместе уже поехали на место, где началось наше обучение. И сразу же мы отметили, что трансфер от нашего отеля до мест погружения вошли в стоимость курса. Нас привезли в город Напх. Теперь сегодня у нас первое занятие будет в бассейне, который глубиной всего лишь 2 метра. Будем вначале смотреть видео обучающее, тренироваться, как вообще все делать с аквалангом, хотя мы это уже, в принципе, пробовали все делать. А уже завтра выйдем в открытое море. Ноги с вами, сделайте 2 коробки по размерам вас. Хорошо? Прежде всего нам подобрали снаряжение для дайвинга: гидрокостюм с обувью, ласты, маску и компенсатор плавучести. Сейчас нам включили вводное видео на русском. Я не знаю, сколько оно длится. Ну, пока нормально. Смотрим. Это оказалось официальное видео из 5 частей о теории дайвинга от Дайверской ассоциации PADI.
Нам сделали чай в стаканчиках, которые выглядят, в принципе, как турецкие стаканы, которые называются бардак. Очень похожая форма, только с ручкой. И чай очень сладкий. Так, мы примерно за 1,5 часа посмотрели 2 главы. Там, кроме введения, было еще куча теорий. Вот, мы почти как в кинотеатре все просмотрели. Только без главных героев и сюжета. Пора идти в бассейн. Еле натянули такие неопрены. Их свойство в том, что когда вода попадает внутрь такого мокрого неопрена, она просто нагревается телом, пористая резина ее не пропускает уже обратно. Вот. Это нам сказали 5 толщина. Должно быть тепло, в принципе. Но, честно говоря, находиться в нем не в воде жарко. Отель вообще такое чувство, что никого нету, кроме нас. Чтобы мы не парились в этих костюмах, которых очень жарко при 30-градусной жаре. Нас подвезли на машине до бассейна. Юра уже не может ждать, и сейчас он продемонстрирует, как дайверы охлаждаются. Я не чувствую воду. Так ты в сухом костюме, что ли? О, сейчас почувствую. Сейчас я покажу, как на самом деле нужно охлаждаться. Блин, вода холодная. Да, неприятная вода холодная. Вместе с нами курс по дайвингу проходил египтянин Селим. Он собирается пройти несколько курсов по дайвингу, чтобы стать подводным фотографом. А также в первый день с нами в группе был британец Джон. Так что в этот день мы большую часть времени общались на английском. Но для нас это не было проблемой. И тем более это было только в первый день. В остальные же дни Джон занимался с другим инструктором, так что Сама и Селим общались с нами по-русски. Ну а под водой у всех дайверов единый язык жестов, ведь PADI — это целая комьюнити дайверов по всему миру. Так что в какой бы сфере дайвинга вы не собирались бы развиваться в будущем, сперва вам нужно пройти этот курс PADI Open Water как основной базовый курс. А затем началась практика. Вначале мы настроили каждому из нас индивидуальную систему груза, чтобы компенсировать неопреновый костюм, который придавал нам положительную плавучесть в бассейне, то есть выталкивал нас из воды. Затем мы научились пользоваться компенсатором плавучести, специальным жилетом, который можно надувать воздухом из баллона и спускать этот воздух, чтобы регулировать свою плавучесть. Потом у нас были упражнения на дне бассейна. Нужно было приподнимать маску, чтобы впускать в нее немного воды, и выдувать эту воду из маски, не всплывая. Потом маску нужно было полностью снять и надеть. И должен признаться, что для меня это задание было самым сложным и неприятным, потому что огромные пузыри, которые я выдыхал, били по носу, поднимались по лицу, и это доставляло дискомфорт. А вот это упражнение является одним из базовых. По сути, это имитация аварийного всплытия с глубины, когда у вас осталось мало воздуха в баллоне. В бассейне оно выполняется по горизонтали. Вам нужно на выдохе проплыть 9 метров. Называется оно «Сиза», потому что при его выполнении нужно выпускать воздух, как бы крича «Сиза!». Это очень важно, потому что правило номер 1 в дайвинге – ни при каких обстоятельствах нельзя задерживать дыхание. После этого мы учились снимать и надевать свинцовые грузы под водой. И только потом плавали по бассейну, учась управлять плавучестью в горизонтальном положении, так как на вдохе вас поднимает вверх, а при выдохе опускает вниз. Также мы потренировались снимать и надевать компенсатор плавучести под водой.
то есть вот этого жилета с баллоном. Ну и в принципе научились подготавливать свое снаряжение для погружения. Ну что, тебе понравилось? Да, все было классно. Хорошо, что первый день в бассейне. They are very good. They will be a very good diver. Ну, надеемся, что так и есть. Посмотрим. А это еще не конец первого дня. Нам еще предстоит посмотреть 3 части обучающего видео. Вот, и продолжим только уже завтра. Это еще где-то на 1,5 часа. Короче, нормально мы так сегодня весь день ушел. Сегодня второй день дайвинга. Вышли немножко пораньше на часик. Я понял, что лучше использовать все-таки свою маску, потому что она уже проверенная. А ту, которую мне дали, она все-таки подтекала. Может, из-за пузырей. Ну, я не знаю. Короче, своя лучше. Вот. И второй момент такой, это то, что я вообще не замерз в бассейне. Наверное, из-за хорошо подобранного гидрокостюма. А вот Оле не так повезло. Да. Ну и мне кажется, дело не только в гидрокостюме, а еще в том, что, ну, в принципе, если... У меня, в принципе, температура комфорта ниже градусов на 5, на 10, может, чем у Юры. Поэтому для меня вот плюс 30 мне вообще не жарко. А в воде плюс 23-25 уже я задубла через полчаса, даже в гидрокостюме. Ну, плюс еще, да, конечно, важно то, что, чтобы гидрокостюм прилегал, потому что пока там, где он прилегал, было теплее, а там, где он отходил немножко от моего тела, то скапливалась вода, и когда я двигалась, то вода оказывалась очень холодной, и это дополнительный холод создавало. В общем, мы сегодня приехали уже в Акулью бухту. Говорят, здесь очень красиво, как раз родители здесь ныряли с маской, говорили, очень советовали это место, мы сейчас проверим. Так Акулья бухта называется акулей, но говорят, что акул здесь уже нету из-за того, что им не нравится звук мотора, он их отпугивает, а так как место популярное, то людей сюда едет много. Нам привезли уже наше снаряжение. 2 баллона. Оля, готовься мерзнуть. Сегодня вот температура воды около 22 градусов, то есть это холоднее, чем было вчера. 2 баллона надо будет вымерять, то есть это 1,5 часа под водой провести. Что, дорогие, как у вас дела? Хорошо, влез с первого. Как настроение? И костюм хороший размер или как бы вчера маленький размер? У меня уже новый костюм, вчера был большой. Вау, новый костюм. Сними футболку. Футболка без забила? Хорошо. Она просто холодна. Она думает, если можно кофт и костюм. Но прежде чем погружаться с аквалангом в открытой воде, нам все-таки нужно было сдать экзамен по плаванию. Проплыть 300 метров вдоль берега с маской и трубкой или 200 метров без них. А также нам нужно было продемонстрировать наше умение держаться на воде с поднятыми руками в течение 30 секунд. Сделать последнее оказалось сложнее, чем я думал, ведь на воде нужно было держаться без ласт. И только после этого мы снова собрали свои акваланги и повторили все те же упражнения, что и вчера в бассейне. Погрузившись на глубину 9 метров, мы сделали упражнение СИЗа. Нам нужно было всплыть на поверхность, плавно выпуская воздух после одного глубокого вдоха. Не хочется вас пугать, но если вдохнуть на глубине и подниматься вверх не выдыхая, то это приведет к растяжению легких или даже их разрыву из-за разницы давления на глубине и поверхности. Прическа у меня то, что надо.
Двигаться под водой нужно плавно и быть как будто в полете. Нужно найти свою плавучесть и ни к чему не касаться ластами. Так вы не навредите ни подводным обитателям, ни себе. Ведь животные могут активно защищать свою территорию, а кораллы вас поцарапать. А также управление плавучестью позволит вам не касаться песка на дне, который делает воду мутной. И вообще, мне показалось, что главное, что нам предстояло усвоить во второй день, это влияние давления воды на организм. Тут уже обязательно нужно было продуваться. Вообще в дайвинге нужно начинать продуваться, как только голова уходит под воду. И погружаясь на каждый новый метр глубины, нужно продуваться снова еще до того, как почувствуете напряжение в ушах. Иначе это может привести к серьезным травмам барабанной перепонки и даже, не дай бог, потери слуха. В общем, сейчас мы один раз с одними баллонами уже использовали их, поныряли. Теперь мы поменяем баллоны и пойдем нырять еще раз, где-то метров на 15 в этот раз. Во время курса мы также учили жесты. Этот жест означает «окей», а этот очень круто. Например, когда вы увидели какую-то красивую рыбку и вам хочется поделиться эмоциями. Когда мы опустились на глубину, инструктор жестами нас спрашивал, сколько воздуха осталось в ваших баллонах. Нам нужно было посмотреть на прибор, манометр, который показывает количество бар, в которых измеряется количество воздуха в наших баллонах. И после этого мы жестами должны были ему ответить, сколько бар осталось в наших баллонах. Вот и отдавили мы второй день. Приходится писать на ходу, потому что свежие мысли приходят в голову. Мы думали, что сегодня день будет максимум на 9 метров. И мне кажется, мы сегодня опустились метров так до 20. Ну, не буду ничего такого утверждать. И еще такой момент, у нас очень быстро у всех учеников закончился кислород. Мне кажется, как раз из-за того, что мы начали погружаться ниже и ниже. Вот. И плюс нам сказали, что мы еще часто ногами телепаем, как бы плывем. А надо слегка так просто парить и держать уровень просто за счет того, что вы из жилета либо сдуваете, либо надуваете воздух. Но меня больше всего впечатлила именно рыба, просто огроменная, размером где-то 1,5 метра, наверное, длиной, которая проплывала, ну, метрах в 5 от нас. Она по виду как аквариумная рыбка обычная, но очень огромная. И ей вообще было все равно, что мы там плывем. Просто посмотрела, окей, еще одни дайверы, и поплыла дальше. И вообще рыбки не боятся людей. Третий день дайвинга нас забрали из отеля и привезли в порт Джерри. Тут опять почему-то стоят металлоискатели и есть куча магазинчиков, где можно купить снаряжение и сувениры. К нашему удивлению, наш очередной учебный день по дайвингу оказался вместе с людьми, которые купили тур на яхте. Мы поедем на этом красавце King Adam. На нашей яхте 3 этажа, сейчас я поднялась на самый верхний этаж. Тут классный вид открывается, но очень жарко и невозможно тут находиться. Наш корабль такой средненький, кстати, тут даже нету маленьких лодочек, как мы ездили, например, на Филиппинах или там в других странах. Тут все яхты большие, двухэтажные как минимум. Есть даже вот трехэтажные за моей спиной. Такой тур называется «Три моря», потому что мы отправились в национальный парк Рас Мухаммад, на место, где с одной стороны Акапский залив,
а с другой Суэцкий залив впадают в Красное море. Кстати, нам удалось снять с самолета этот национальный парк. И вот я даже отметил место, где мы дайвили. Если честно, нам даже понравилось, что с нами на яхте были еще люди, так было веселее. Но, конечно же, мало кто из них поехал в этот тур ради дайвинга, хотя у всех из них была такая возможность. Во время такого пробного погружения люди погружаются на глубину до 5 метров, может быть, кто-то опустится на глубину до 10 метров. И все в это время за вас делает инструктор. Он водит вас буквально за ручку. Цены на такие пробные дайв-туры разные. А мы снова погружались нашей группой, и в этот день к нам еще присоединился Женя, у которого уже был сертификат дайвера. После того, как мы отрегулировали себе грузовую систему, мы начали заходить в воду с яхты. Во время первого погружения в третий день мы снова повторили все те же важные упражнения, которые делали в предыдущие дни. Вот так, кстати, выглядит упражнение со снятием компенсатора плавучести. Тут Селиму пришлось немного помочь Жене, так как в этот день ко всем дайверским сложностям добавилось еще одно – подводное течение. Мы все эти упражнения проделывали уже не первый раз, так что выполнили их достаточно быстро. И дальше мы могли просто наслаждаться подводным миром, не забывая продуваться и управлять своей плавучестью. И с непривычки это делать не так легко, как кажется. Поначалу на это уходит очень много времени и сил, а значит и воздуха. Ого, ну как? Сейчас воды тут оказалось меньше, чем вчера, но в принципе понравилось. А перед обедом яхта нас привезла к намытому островку, на который нужно было плыть. И, если честно, мне больше хотелось отдохнуть от первого погружения в тепле, чем возвращаться в достаточно прохладную воду. Но, как сказал один мужчина своей жене, они были с нами на яхте: хочешь купаться или не хочешь купаться, берем и купаемся, деньги уплачены. И когда мы попали на такой остров, мы нисколько не пожалели, что туда сплавали. Там оказалось очень красиво, вода прям такого, знаете, мальдивского цвета. Однажды мы уже не попали на такой подобный остров на Филиппинах, и, видимо, теперь этому суждено было сбыться. По возвращению на яхту нас ждал уже шведский стол. Аппетит мы нагуляли еще тот. Было очень вкусно. После обеда нас ждало еще одно погружение. В целом 18 метров глубины нам дались без проблем, даже проще, чем мы ожидали. Главное, что мы соблюдали технику безопасности, правильно погружались без задержек дыхания и с регулярным продуванием, и придерживались правил безопасного всплытия. Это важно, потому что когда мы дышим воздухом из баллона, в организме накапливается азот. Он образует пузырьки, которым нужно время, чтобы выйти из организма. Именно из-за этой концентрации азота в организме нельзя всплывать быстро, ведь при меньшем атмосферном давлении пузырьки азота увеличиваются и могут нанести серьезный вред организму. Для этого дайверы, которые погружаются глубже 9 метров, делают обязательные остановки безопасности на глубине от 3 до 5 метров на 3 минуты. Или же всплывают очень плавно, чтобы побыть несколько минут на этой глубине. Иногда дайверы медленно всплывают тем же маршрутом, которым постепенно опускались. Это делается для того, чтобы азот, который накопился на глубине, успел выйти из организма до всплытия.
Когда у кого-то из нас оставалось мало воздуха в баллоне, инструктор подплывал и делился воздухом из своего баллона. Он это делал, давая ученику запасной источник дыхания, который дайверы называют второй ступенью регулятора. Так что 2 человека могут одновременно дышать из одного и того же баллона. Получается плыть таким вот паразитиком. И, конечно же, когда дело доходит до дефицита воздуха, то надо постепенно начинать всплывать, потому что на глубине 10 метров в баллоне воздух сжимается в 2 раза и расходуется, значит, в 2 раза быстрее, чем на поверхности, на глубине 20 метров в 3 раза быстрее и так далее. Так что всегда помните одно из самых важных правил дайвинга – дышать медленно, глубоко и никогда, ни при каких обстоятельствах не задерживать дыхание. Хорошо, что вода в Красном море чистая, и в толще воды было достаточно света, даже на глубине 18 метров. Но снимать под водой оказалось сложнее, чем я думал, так как очень сложно менять ракурсы, особенно во время обучения. Кстати, дайверы ведут учет своих погружений и записывают их в специальные книжечки, которые, по сути, являются вашим дайверским паспортом. В эти книжечки записывается и то, сколько воздуха вы расходовали во время того или иного погружения. Опытные дайверы очень хорошо умеют управлять своей плавучестью, движениями и дыханием, поэтому им хватает одного баллона на более долгое время. К примеру, наш инструктор израсходовал в 2 раза меньше воздуха, чем мы. Нет, не надо. Сколько осталось? У меня 60 осталось еще. Серьезно? А у кого у них сколько? 1000. Самый лучший дайвер. Легкий такой. Как бутылка. 30? А ты еще и дышала от него. Ну, вот, наверное, вот этот последний раз, когда вы плавали, уже был самый лучший, потому что я уже так расслабилась, уже понимала, что надо дышать постоянно, уже как-то на автомате было, продувалась постоянно, то есть, и так как мы уже ныряли на такую глубину вчера, на 18 метров, то я уже, в принципе, представляла, что я себя, в принципе, скорее всего, нормально буду чувствовать, поэтому я уже не напрягалась, смотрела на рыбок, и хорошо, что подъем был плавный. Следующий день был нашим последним полным днем в Египте, и мы планировали съездить в Дахаб, но нас предупредили, что нас ждет экзамен. А это значит, что в этот день нам предстояло выучить книгу в 300 страниц. Мы уже прошли 3-дневный курс дайвинга, теперь нам надо выучить за полдня вот эту всю книгу для того, чтобы сегодня вечером уже сдать экзамен и получить сертификат Open Water Diver, который дает возможность нырять нам самостоятельно на глубину до 18 метров в любой точке мира, где есть ассоциация PADI. Но как можно учить все это, когда вокруг такая красота? Так что это был единственный день, который мы почти полностью провели в отеле. Но не могу сказать, что в этот день мы отдыхали. После вчерашнего дайвинга я немножко простыл, судя по всему, потому что у меня немножко насморк, заложен нос. И с такими симптомами нырять уже нельзя. Поэтому слава богу, что за эти 3 дня, которые нужно было дайвить, я не заболел. Я не знаю, что было бы дальше, что нам пришлось бы делать, если бы пришлось прервать курс. Но мне кажется, мы бы просто потеряли деньги. Сейчас мы приехали в кафе, будем сдавать уже настоящий экзамен, по результатам которого мы получим или, может быть, даже не получим сертификат дайвинга. Сейчас будет финальная часть экзамена. Вау! В общем, 100%, 50 вопросов без одной ошибки. Сейчас 1:30 ночи, мы только вернулись с экзамена.
Мы провели больше 3 часов на этом экзамене. Но вообще курс оказался очень полезным, потому что за то время мы даже не успели, если честно, за день всю ту книгу прочитать. Но то, что мы почти все почитали, мы все и тесты, это да, очень успели. нам пригодилось. Потому что если бы мы не занимались, мы бы, честно говоря, наверное, не сдали. Там вопросы были такие достаточно специфические. Ну и вообще оно не только для курса важно, а не только для сдачи экзаменов, я имею в виду, а и в принципе для того, чтобы дайвить безопасно, нужно все это просто знать. И мы о некоторых опасностях знали, но мы не знали, что некоторые вещи настолько важны, что может привести несоблюдение каких-то правил к очень серьезным травмам, поэтому это даже мы недавно сдавали на права теоретический экзамен, и мне кажется, что все-таки тут в дайвинге больше опасностей, больше рисков, поэтому очень важно было знать все эти нюансы. Дружественная атмосфера, тут видно, что все хотят, чтобы мы сдали, я даже не знаю, если бы мы тут они не как сдали, то... относятся как к друзьям, как к какому-то сообществу. Мол, давайте, вы будете с нами потом нырять. Я успела покупаться в бассейне в перерыве между чтением книги. И когда я читала книгу, постоянно ко мне кто-то подходил и заглядывал, типа, что ты там читаешь. Было людям очень интересно, некоторые начинали со мной знакомиться после этого. В общем, мы немножко хоть побыли в отеле в своем в последний день уже перед отлетом. И, кстати, хорошо, что мы сегодня не дайвили, потому что это нехорошо, это просто необходимо. 18 часов после дайвинга нельзя никуда летать на самолете. Это последнее наше видео о поездке в Египет. И под этим видео вы найдете ссылки на видео о нашем первом опыте All Inclusive и о поездке в Каир. Будет интересно также узнать, был ли наш ролик вам интересен. И не забудьте подписаться на канал, если еще этого не сделали. До новых встреч на канале Need for Travel.